Всем привет, я Иван Хак, участник VBI Pro Team. Хотел рассказать про новый ротор, гибрид Avenger. В нем реализован мотор в бок и сделан перевод вращательного движения мотора в поступательный. И именно с тем, что мотор вращается не вперед, как у классических гибридных роторов с байком, а в бок, и от этого удар более хлесткий, более мощный. И получается, здесь не используется не классическая пружина для индукционных тату-машин, а используется возвратная пружина традиционного вида спирали, и удар несколько другой. За счет этого и за счет расположения мотора, похоже на классическую индукцию, на пролайнеры, очень хлесткая в работе, чувствуется прокол кожи. Начал тестировать Avenger еще до официального релиза, и в тот момент, когда я начал тестировать, большую часть времени работал индукционными машинами. В это время мне была важна максимальная хлесткость и ощущение при проколе. В данном случае машинка имеет резкий прокол, решает все необходимые мне задачи. Также, что хорошо, что не надо собирать 4-5 машинок для работы. Ты берешь хороший переходник под картриджи и можешь делать все одной машинкой. Соответственно, такой инструмент идеален для поездок, для туров. В принципе, одна машинка плюс одна такая же запасная, тихая работа, низкая вибрация. Абсолютно везде можно купить картриджи, то есть идеальный комплект для путешествий. Все может уместиться в поясную сумку. Ротор Avenger своей универсальностью заменяет целый большой парк машин и абсолютно не требует никакого обслуживания. Можно и контурить, и тенить. Единственное, что нужно контролировать, это регулировку вылета. Для линий вылет должен быть больше, для теней меньше, какой-то средний вылет для заливки. В основном все регулируется вольтажом, то есть меньше, больше. Если работать с картриджами, держатели есть с регулировкой одноразовые. Также, если иметь несколько Avenger'ов, можно работать одноразовыми картриджами, одноразовыми держателями без регулировки и просто собирать один Avenger под линии и под вылеты более большие, а другой под заливки. Соответственно, не надо ничего крутить, в работе очень удобно. Или надо брать держатель с регулировкой. Этой машинке я делаю линии 9 RS, 11 RL, 14 RL. Это также точки. Если это точки вип-шейнингом, то 3 RL. Если это классический dot-work, то 5, 7, 9 RL спокойно. Если говорить про тени, то до 25-го магнума идеально тени и быстро. И заливки плотные от 15 до 19 магнума. Машинкой можно выполнить абсолютно любую работу, любой сложности, и не надо долго готовиться к сеансу, собирать, разбирать, выбирать иголки, распаивать. Взял и начал работать. Также, как мне кажется, машинка подойдет не только для профессионалов, но и для начинающих. В принципе, здесь основной момент — не надо бояться. То есть ничего такого опасного в ней нет. Она скорее более прощающая, чем индукция. Здесь можно регулировать вольтаж, также под скорость работы, под скорость движения рук. И делать как что-то медленно и аккуратно, так и более агрессивно и быстро. Не сталкивался ни с какими проблемами, когда скорость машины слишком высокая, и она, например, может пережигать кожу. Здесь таких проблем нет. Если задержитесь на одном месте чуть дольше из-за какой-то неопытности, то не будет каких-то проблем с заживлением, потому что она не вырабатывает ресурс кожи. Например, если индукция вырабатывает ресурс кожи очень быстро за серию ударов, то эта машинка работает деликатно,
открывает сначала поры кожи и уже потом доставляет туда пигмент. То есть нету какого-то агрессивного воздействия на кожу. Ну и, соответственно, очень нравится для Black and Gray, для всего, что касается теней, потому что сильно не кровит, сильно не отекает, очень легко заходит разбавленный пигмент с водой, и можно сделать мягкие, плавные переходы без клякс и без каких-то проблем. Что касаемо вольтажа, для работы я обычно использую где-то 8,5-9 вольт. Мне это решает абсолютно все задачи, но машинка стартует с экстремально низких вольтажей, и как раз на низких вольтажах можно делать тени вип-шейдингом, что хорошо подойдет под современные стили. Модель очень удачная. Все участники команды с удовольствием работают, и машинка полюбилась и стала одной из основных в работе над абсолютно любыми проектами.